Всем привет, ребят, с вами Алексей 24, и сегодня мы будем продолжать проходить Корсары, Caribbean Legend Корсары. Каждому свое, называйте ее как хотите, как обычно говорю я это по традиции. Сегодня, ребята, голландский гамбит за Англию, вторая серия. Извините, ребята, что серии не так быстро у меня выходят, как, в принципе, они могут выходить. Я просто, ребята, не обладаю огромным запасом по времени. Поэтому как выходит, так выходит, ребята. Вторая серия. Прежде чем приступить, ребята, давайте немножечко, как обычно, саморекламы. В описании под видео, ребята, вы найдете всю полезную информацию. Короче, просто найдете разную информацию, скажу так. Если коротко по делу, ребята, давайте, пробежимся именно вот так вот. Нас ждет второе задание, то есть мы должны отмотать ровно сутки. Мы в предыдущей серии выполнили первый квест, нас заприметил Чарли Книпель, и он хочет нас с Флитвудом, своим начальником, нас познакомить. Это, в принципе, хорошо, мы втираемся в доверие, все отлично, карьера пойдет вверх, но... Ребята, но вроде бы все хорошо, квест пошел. Есть небольшая хитрость, ребята. Если вы хотите пройти второй квест голландского гамбита за Англию с умом, а с умом это значит сделать его намного выгоднее, чем это реально возможно. В общем, если хотим, смотрим, ребята, на экран. Первым делом, неважно, пропускаем сутки или нет, я предлагаю перейти, ребята, наверх. Да, ребята, именно наверх. И есть тут кое-какая предпосылка. Во-первых, в моем данном случае, вы видите, у меня быстрый лодка. В смысле, откуда у меня лодка-то? Я ее купил, что ли, уже успел? Я ее, походу, купил. Ребят, ладно. Посмеялись и хватит. Бригантину быстрый... Я вот не знаю, я бы быстрый продал. Надо продать лишние корабли, ребята, потому что они в дальнейшем нам будут мешаться. Кулеврины 18. Угу. Ну, смотрите, ребят, можно сделать вот так вот. Снимаем все пушки на военной шхуне. Снимаем все пушки на бригантине. Ну, в принципе, я не знаю, ребята. Я бы, конечно... Вот так вот пока сделаем. И вот так вот. Военная шхуна. Но в моем случае просто кораблей очень много. Я, естественно, подготовился, ребята. Сейчас вам все подробно объясню. Итак, вот этот корабль я буду, естественно, продавать. Так, ребята, продавать. Естественно, ничего лишнего на нем оставлять мы не будем. Порох, доски, все полностью перегружаем. Ребят, это лишь в моем абсолютно случае, когда корабля у меня было 2. Для прохождения предыдущего квеста. Так, а что получается? У меня 16 пушек здесь. Продаем орудие, потому что от этого корабля я буду сейчас избавляться. 2000, не так уж и много, в принципе, я получаю. Так, мне бы этот корабль продать, а я не могу его продать. Значит, надо поменяться с кем-то. Блин, опять придется меняться. Так, у меня цель такая, ребята. Вот этого парня надо пересадить. Блин, я не так хотел, конечно, сделать. Ну ладно. Ладно, ребята. Сделаем пока так. Хотел сделать получше, но не получается. В общем, ребята, так. Орудия. Орудия везде проданы. Так, это ладно, это отлично. Теперь у меня есть лишний корабль. А то что, ребята? Ну, мне он не нужен, естественно. Я его продаю без угрызений совести. Все. Отправляем его на свалку истории.
То есть он мне реально не нужен. Ребята, что самое главное? Я рекомендую вам купить баркас. Любой баркас, самую дешманскую лодку. В принципе, Тартана, ну не шлюп. 6 уровня обычную лодку. Зачем? Позже объясню. Но, вы видите, в моей эскадре есть один корабль. То есть это тот корабль, на котором вы выполняли предыдущий квест как минимум один. Мне надо его поставить в портовое управление, ребята, на стоянку. Это очень важно. Внимательно слушаю. Здравствуйте, Бригантину. За сколько? За 5000, да, меня это устраивает. То есть 5000 отдаем за 4 ранг. Итого у нас остается один корабль, ребята, лодка. Обычная, такая простецкая лодка. Для чего? Сейчас объясню. Дальнейшее задание, оно предполагает то, что нас посадят на Викторе. Мы будем ходить под Викторе. И я немножко сплерну квест, ребята. У нас в Викторе отберут. А тот корабль, который у нас в данный момент, он должен быть именно один. По квесту мы его отправляем в портовое управление. По квесту. То есть сейчас вне квеста сделал. Это я подготовился к квесту. И то, что мы отдадим в портовое управление, неважно какой у вас там галеон будет, лодка вот такая, как у меня дрянная, она у нас просто сгорит. И нам взамен подарят корабль «Мираж». Это спойлер к дальнейшему квесту. То есть, ребята, если не хотите нормальный корабль терять, хороший корабль, я предлагаю все-таки, чтобы у вас перед началом второй миссии голландского гамбита была самая чмошная лодка, которая есть. Если вы не поняли, ребята, о чем я, смотрите прохождение и в конце видео все поймете. Самое главное это успеть сделать. Так, ребят, давайте мысли вслух, мы отдыхаем до утра. Это обязательно. В принципе, манипуляцию с кораблями можно сделать было и вот в данный момент, 15 апреля. Предлагаю идти к Чарли Книпелю, ребята. Язык заплетается, прошу прощения, я только после работы, если говорить уж серьезно. Привет, Чарли. Я готов к следующему квесту. Швартуйся поближе к старине Чарли, Кэп. Есть о чем позвенеть книпелями. У вас еще какие-то вопросы? В смысле, какие-то вопросы? Я не понял. Я же зашел к тебе за наградой, алло. Я не понял. У нас, походу, баганулся квест. Еще раз. Чарли, алло, ты это... Я тебя не понял. Ну давай отдохнем 5 часов. Я сутки не пропускал, это я точно помню. Поговорим? Вот. То есть должны были пройти ровно сутки, ребята. Рад видеть, капитан. Мой командир Ричард Флитвуд намеревался прийти сюда, чтобы познакомиться с вами, но вчера вечером приключилось такое несчастье. На Ричарда было совершено покушение прямо на улицах города. Книпель мне в корму. Невероятно. И куда только стража смотрит. Вот и я задаю себе этот же вопрос. А как-то негодяй подло бросил патрону в глаза молотый каенский перец, прежде чем Ричард успел обнаружить клинок. Нанес ему удар в грудь. Убийца рассчитывал покончить с Ричардом одним ударом, так как на второй уже не было времени. Но просчитался. Командир всегда носит под мундиром пурпан. Он и спас его. Гнусный мерзавец. Книпель ему в печень. Скрылся без следа, словно растворился. Очевидно, в городе у него есть сообщники. Единственное, что удалось запомнить очевидцам, что он был одноглазый. Это Эркюль был. Но разве это примета? Таких циклопов в каждом порту по десятку разгуливает. Ричард потерял много крови. Кроме того, и не успел сразу промыть глаза, и теперь почти ничего не видит. Да, сочувствую вашему командиру. Нападавшего объявили в розыск. Морпехи Ричарда обыскали весь город и окрестные бухты, но никого не нашли. Книпелем в Рею.
Если не удалось найти по горячим следам, то теперь уже и подавно не найдем. У Ричарда недругов много, но капитан, несмотря на произошедшее, патрон желает вас видеть. Он у себя дома, так что отправляемся к нему. Следуйте за мной. Хорошо, Чарли, ведите. А вот теперь, ребята, внимание. Та манипуляция, которую мы сделали с кораблем, отправив свой реальный корабль в портовое управление и купив лодку, это надо сделать ровно до того момента, пока мы с Книпелем не придем в дом к его шефу Флитвуду. Так, ну давайте побыстрее пойдем, потому что вот эта долгая ходьба, она тоже выматывает. Ага, по ступенькам мы не ходим, да? Понятно. Ребята, те, кто смотрели у меня за тайную организацию прохождения, вы, наверное, помните этот домик. Скромный домик, скажем так. А все, заходим. Теперь отныне это будет наш босс. Поближе к старине Чарли, Кэп. Есть о чем позвенеть книпелями. Ричард у себя в комнате наверху. Поднимайтесь к нему, он вас ждет. Я побуду здесь. Я понял, Чарли. Уже иду. Ну все, можно спокойно подниматься, знакомиться с Ричардом Флитвудом. Напоминаю, в Корсары Легенд мы впервые проходим голландский гамбит именно в Легенд. И для нас, типа, мы не понимаем, мы не знаем, кто это такой, ребята, но вот он собственной персоной. Приветствую, коллега. Чуть было не сказал, кого я вижу. Здравствуйте, капитан, не обращайте внимания на мой внешний вид. Я в порядке, правда, почти ничего не вижу. Позвольте представиться, капитан Ричард Флитвуд. Добрый день, а я капитан Шарль де Мор. Чарли мне о вас рассказывал, о вас и ваших успехах в перехвате вражеского торгового каравана. Я рад встрече с вами. Такие отважные капитаны нужны Англии. Теперь я бы хотел поговорить с вами об одном очень важном деле, которое я хочу поручить именно вам. Слушаю вас внимательно, мистер Флитвуд. На архипелаге бесчинствует пират. Он выдает себя за легендарный корабль-призрак, летучий голландец. Но я уверен, что он хоть и голландец, но вовсе не летучий. Я имею все основания полагать, что этот наймит вице-директора голландской Вест-Индийской компании Лукаса Роденбурга. Роденбург развязал против Англии негласную торговую войну. Этот корабль-призрак уничтожает только купеческие корабли, идущие под английским флагом. И никакие более. Компании важно ослабить наше влияние на архипелаге, но без развязывания открытой войны. Поэтому и применяются такие коварные методы. Я недавно веду охоту на этот корабль-призрак, но ему все время удавалось ускользнуть. Хотя я ошибся, не недавно, а очень давно он охотится на этот корабль-призрак. Проклятый пират весьма опытный моряк, а его судно быстроходное и увертывое. Он не раз уже уходил прочь, едва завидев паруса моей Валькирии. Я не мог догнать его. Но раз невозможно взять шакала в открытом противостоянии, нужно это сделать с хитростью. И недавнее покушение на меня окажет неоценимую услугу. Вас еще не напугали мои слова, капитан? Ни капли, я готов помочь вам в розысках и уничтожении этого мерзавца. Ведь вы собираетесь мне это предложить? Вы совершенно правы. Теперь пройдем к подробностям дела. Мои люди распустили слухи, что я при смерти, а свой корабль Валькирию я продал. Дальше мы продолжим разыгрывать этот спектакль. Вы будете якобы купец, который приобрел у меня бриг, снял с него большую часть орудий и приспособил под торговое судно. Таким образом, прикинувшись торговцем, вы должны прибыть на Барбадос, в Бриджтаун, и распустить о самом себе слухи. В трюмах у вас полно товара, а в карманах денег. И что вы отбываете со дня на день? В общем, сыграть роль жадного и недалекого, но богатого негацианта. Информация о наших торговых кораблях проклятому пирату поступает именно из Бриджтауна. Это я уже выяснил, но вот от кого?
Под подозрением находятся все, начиная от местного купца, заканчивая губернатором. Хотя в последнее мне очень не хочется верить. Для выполнения задания вы примете командование Валькирией с моей, конечно же, отлично обученной командой и снаряжением. Но прежде вы должны сдать все свои корабли на стоянку в портовое управление. Я договорился с начальником порта, стоянка для вашего флагмана будет стоить всего 10 тысяч песо. Как только сдадите, возвращайтесь ко мне. Я отдам необходимые распоряжения, и Валькирия перейдет под ваше начало. Да, капитан, не забудьте взять свою долю за захват серебряного каравана и 10 тысяч на стоянку. Деньги лежат в комоде. Я вас понял, мистер Флитвуд, отправляюсь в портовое управление. Опа, мне бабки предлагают. А вот это вот он зря, конечно. Итак, песо, ребята, 110 тысяч песо, то есть 100 тысяч мне дали мою долю с каравана. Умно. Ну что, ребята, вы теперь поняли, почему мы сдавали в портовое управление наш корабль и вместо флагмана брали вот эту дрянную лодку. То есть по факту у нас сейчас на квесте это наш флагман. Мы его именно сдаем в портовое управление. Ну что, ребята, погнали сдавать. Ну вот мы как раз в портовое управление переходим. Давайте поговорим. Здрасте. Я по другому вопросу. Сейчас не о чем говорить. Так, стоп, я пропустил диалог, что ли, получается? Могу я оставить один из своих кораблей на время? Я от Ричарда Флитвуда. Он сказал, что я могу поставить свой флагман на стоянку за 10 тысяч песо. Да, конечно, деньги при вас. Да, при мне, вот, возьмите. Хорошо, мы позаботимся о вашем судне, обеспечим его вахтерным офицером на время стоянки. Спасибо. Ну, вот примерно как-то так вот и должно произойти. Смотрим, у нас нет корабля, мы бомж. Ну и, конечно же, обратно надо поговорить с Флитвудом. Приветствую, коллега. Чуть было не сказал, кого я вижу. Итак, вот вы снова здесь. Принимайте командование Валькирии. Моя команда уже предупреждена обо всем и отправляйтесь в Бриджтаун. Обойдите всех значимых в этом городе лиц и распустите слухи, о которых мы с вами говорили. Потом будьте готовы к атаке этого негодяя. Не меняйте судно и не создавайте эскадру, иначе он заподозрит ловушку и попросту не появится. Его корабль вы должны обязательно взять абордажем и привезти в Сент-Джонс, а также найти судовой журнал пирата. Только тогда мы сможем получить доказательства причастности к этому Лукаса Роденбурга. Я уверен, вы справитесь. Удачи, капитан. Спасибо, буду действовать согласно вашего плана. Ну, как-то так. Естественно, запись в судовом журнале у нас. Вот я и познакомился с легендарным Ричардом Флитвудом и получил от него серьезное задание — найти и ликвидировать пирата, выдающего себя за летучего голландца. Буду работать приманкой, отправляюсь в Бриджтаун и распущу о себе гнусные слухи. Как о богатом и глупом торговце, именно в Бриджтауне работает агент пирата. Нужно посетить все городские заведения. Ну, как-то вот так. Короче, не успел, ребята, я просто свалить и убежать, как на лестнице я столкнулся с Чарли Книпелем. «Капитан, тут такое дело. Ричард под хорошим присмотром и в безопасности, а я хочу помочь вам отомстить за его ранение. Я предлагаю вам свои услуги в качестве офицера. Махать шашкой я не гораст. Года, понимаете ли, но наводить орудие еще не разучился. Добро пожаловать в команду, Чарли». Блин, ребят, а вот теперь слухайте сюда, вот серьезно, вот внимательно настройтесь на волну и послушайте. Вот этот парень, да, он вроде бы говорит, что он стар, ребята, но он охренительный канонир, я серьезно. Естественно, вот он, Чарли Книпель, ребята, Чарли Книпель. Меткость 75, орудие 75, абордаж 20, защита 10 стран. Мне казалось, у него 85 эти навыки, ну ладно, это не важно. То есть мы назначаем его канониром
без всяких сомнений. Мне нравится его навигация, поэтому я бы, конечно, его потом поставил штурманом, но для этого мне надо совместители открыть, ребята, а его качать, еще и качать. Это что конкретно касается, ребята, офицера. Несмотря на то, что уже 20 минут серии, ребята, прошло, мы только нормально раскачались, но не приступили к квесту. Вот такие вот дела. Мы идем в Бриджтаун, напоминаю. Смотрим на наш прекраснейший корабль Валькирия, смотрим и запоминаем, а потом будем ностальгировать. Вообще, естественно, дизайн немножечко изменен. Как вы видите, вот такой кораблик. По-моему, в предыдущей версии ККС он немножко по-другому выглядел, но, в принципе, неплохо выглядит, я бы сказал. Я не помню, в какой-то ветке Гамбита, по-моему, можно эту Валькирию себе оставить. Но на самом деле, спойлерю, корабль Мираж намного лучше, я уже сравнивал. Ну что, погнали на глобалку. И ждем долгую загрузку. Ладно, погнали. Нас интересует Бриджтаун на Барбадосе. Всех пиратов обходим, они нам не интересны. У нас есть какой-то небольшой запас продуктов, 154 человека. По-моему, это притык. Мы попробуем, конечно, людей нанять. Все, мы в Барбадосе, на Барбадосе уже. Бриджтаун, привет, мы прибыли. Естественно, сейчас будем использовать автосохранение для того, чтобы не просрать наше прохождение, ребята. Ну что, я готов. Ребят, не забывайте рыночных лоточников, но я сейчас на них не буду просто делать акцент. Итак, я предлагаю перейти в таверну, сразу же в таверну. И надо... Вот этого я, ребята, и боялся. От меня штурман хочет свалить. Да, бой будет сложный. Но вообще, ребята, это, честно говоря, во всем он виноват. Иркюль. Здесь не разбавляют ром водой и не подают. То есть мы не можем больше нанять команду. Давайте распускать слухи. Не разбавляют ром водой и не подают тухлую рыбу. Я по другому делу. Что вам угодно, сэр. Я хочу выпить. Налей мне самого лучшего рома, который у тебя есть. Выпивка, да, пожалуй, самый лучший ром для дорогого гостя. У вас праздник какой или просто горло промочить решили? Можно сказать и праздник. Я везу рабов в Блювельд. Недавно переделал свой новый брик специально под эти цели. Я тут зашел на плантацию, поболтал с управляющим, он заказал мне приличную партию черного дерева. Так что скоро жди меня опять в гости. Отвезу товар в Блювельд. Буду возить на Барбадос. Во как, ну, за хорошую сделку не грех выпить. Говорите, будете товар на Барбадос возить? Ха-ха, здорово. Да, пойду поищу место, где присесть. На самом деле присесть не надо. Товарищику я поведал о грузе рабов в моем трюме, заявив, что намерен делать регулярно рельсы, и что немало его повеселило. С чего бы это? Барбадос всегда славился своими плантациями, так что рабы здесь очень кстати. Да потому что это Иркюль, ребята, поэтому ему и смешно было. Теперь в магазин идем после этого. И, естественно, в диалоге... Самые лучшие. Мне нужна информация. Спрашивай, что хочешь. Послушай, мне тут на ушко шепнули, что в Белизе скоро поднимутся цены на красное дерево и какао. Я как раз провернул выгодную сделку. Набил мощну дублонами. Хочу у тебя приобрести большую партию этих товаров. Я могу рассчитывать на сделку? Ну, мистер, если партия будет действительно большой, конечно, поторгуемся. Прекрасно. Говорят, на верфи со дня на день должен появиться в продаже новый флейт. Я подожду и куплю этот корабль, а то мой брик, хоть я и снял с него почти все орудия, вмещается как-то маловато. Я еще зайду.
В магазине сыграл роль богатого судовладельца, закупающего разные товары. Пойдемте дальше. Мы не были на верфи. Не хватало, точнее, не хватало. Хватало еще Скажу нам там прямо, побывать. Я лучший корабел в этих краях. Я только хочу поговорить. Какие вопросы? Я тут направляюсь в Блювельд с грузом кофе и хочу докупить еще товар. Но вот незадача. На этом бриге, который я купил, у вояки просто безобразное количество тяжелых пушек. Целых 24 штуки. Я же не на войну собрался. Я хочу продать тебе их все и купить 12,6-фунтовок. Я бы сказал 12-фунтовок. Ладно, хрен с ним. Стоп, 12, то есть 6-фунтовки в количестве 12 штук. Блин, аж заболтался. Это вполне достаточно, чтобы припугнуть пиратов. Освободившееся место заполню товаром. Да, пожалуйста, продавай. 6-фунтовок у меня всегда хватает. А вот с тяжелыми пушками проблема. Так что заплачу тебе за них неплохую цену, если они, конечно, еще в годном состоянии. Вот и отлично. Пойду отдавать распоряжение. На верфи я прикинулся недалеким торгашом, готовым продавать все пушки с корабля, лишь бы запихать лишний ценный кофе. Таверна. Ростовщик, ребята. Теперь идем к ростовщику. Но в принципе можно еще к губернатору зайти. Хороший процент. Мне нужна информация. В общем, есть вопрос. Я направляюсь в Блювельд с грузом вина, но тут у знакомого капитана узнал, что в Блювельде резко возрос спрос на кофе. Уж не знаю, с чем это связано. Я вот и думаю продать вино и закупить вместо него кофе, но денег мне не хватает, чтобы заполнить трюмы доверху. Можно ли взять у вас деньги под процент? Кредит для уважаемого негацианта — это всегда пожалуйста. Какая сумма вам нужна? Давайте обсудим. Хорошо, я загружу трюм и посчитаю, сколько еще останется места, прикину недостающую сумму и приду к вам. Ну как-то так. У ростовщика я завел речь о крупном займе на закупку партии дорогостоящих товаров. Где мы еще не были? Сразу скажу, бордель и церковь, они реально отпадают. Портовое управление, ребята, мы там не были. Не стоило бы и тут слушок пустить. Я вас внимательно слушаю. Я по другому вопросу. Я направляюсь в Блювельд паприку продавать. Скажите, мистер, нет ли у вас сейчас пассажиров до Блювельда? Ну или до Порт-Рояля? Было бы неплохо подвести, глядишь, покрыли бы убытки на плату команде. Я и так ее сократил до минимума, но все равно каналей денег-то просят. Пассажиров ни до Блювельда, ни до Порт-Рояля нет, к сожалению. Зайдите завтра или послезавтра, может появится. Эх, жаль, ладно, тогда до свидания. Давай, до свидания. В портовом управлении выдал себя за негацианта, торгующего паприкой. Ну, как-то так. Мы не были в резиденции губернатора, хотя стоит сюда зайти, ребята, и распустить слушочек. Что привело вас ко мне, сударь? Я хотел поговорить с вами об одном деле. Я совершил на Мартинике выгодную сделку. Сейчас в мои планы входит отправиться в Блювельд, и я намерен закупить в вашей колонии красное дерево и кофе. Кроме того, моего брига недостаточно для партии товара, которую я хочу купить. Мне нужно приобрести на вашей верфи флейт. Не могли бы вы оказать мне содействие в этих вопросах? Мое содействие? Наш купец весьма честный человек. Я не думаю, что он будет пытаться вас обжулить. Что касается флейта, поговорите с хозяином верфи. Думаю, он сможет вам помочь. Ну а если все-таки у вас возникнут проблемы, тогда приходите ко мне. Я заинтересован в развитии торговых связей с нашей колонией и окажу вам всю свою поддержку. Да, я сегодня вечером организую званый вечер. Будут все сливки Бриджтауна. Приходите и вы, капитан. Благодарю за приглашение, но у меня, к сожалению, не получится. Очень много дел. До свидания и спасибо за поручительство. Был у губернатора. Отклонил предложение на званый ужин. Рассказал про груз какао в моем трюме. Неужели я еще не везде слухи-то распустил? Так, ребят, в магазине были. Верфь были, таверна я поговорил, ростовщик поговорил, портовое управление. Я не знаю, куда еще идти.
Серьезно, вроде бы везде были. Может, еще раз в таверну сходите? Я просто не знаю уже. Не бойся, капитан, здесь не разбавляют ром водой и не подают тухлую рыбу. Нет, повторно с Эркюлем не могу поговорить. Магазин, верфь, резиденция. Неужели церковь сходить надо? Я не помню просто, куда еще надо. Давайте посмотрим. Темпус фугит, этернитас мане. Здравствуйте, святой отец. Когда вам плохо, Я по но и в делу. счастливые минуты жизни. У меня один вопрос. Нет, к падре ходить не обязательно. Ребят, совсем забыл. Надо в бордель зайти. Именно к ней, к хозяйке борделя. Вы такой видный мужчина, и скажу более, нравитесь моим девочкам. Я бы хотел попросить вас оказать моему заведению услугу. Блин, а я вот на это вообще не рассчитывал. Ребят, тут выскакивает генераторный квест. Я думаю, нам сейчас его проходить вообще как бы не в тему. Поэтому у меня к вам есть вопрос. Я тут закупился красным деревом на продажу, отправился в Блювель. Впереди большой переход. Команды у меня мало, ребята нервничают. Сколько будет стоить отдых для 5 десятков моих матросов? 5 десятков, 15... 5 десятков это 15 тысяч. Ого, немало, ладно, еще подумаю над этим. Все важные городские места посещены. Слухи распущены. Выхожу в море и привожу судно в боевую готовность. Если агент пирата действительно в Бриджтауне, то нападение гарантировано. Все, ребята, валим. Вообще из Бриджтауна и двигаемся, наверное, в сторону Блювельда. Загружаемся и вперед, как говорится. Все, у нас все хорошо. На всякий случай заряжаемся сразу картечью. Корабль не наш, мы только что на него сели. Я потому что не знаю, что там заряжено. Можно тихонько уходить. Блин. Надо было ему навстречу идти, ребята. Но, блин. Черт. Отлично. Отлично. Шляпа, спасибо, помог. Короче, это помните, в таверне ко мне подходил мой штурман? Но вот, к сожалению, это его побег. Не знаю, получится сейчас без него атаковать. Так, бунтовщиков мы отправили в морское путешествие. Ну да, у меня получилось 90 человек. Это плохо. Но давайте попробуем сейчас атаковать. Если не получится, Вот, корабль сам нас настигает. Вот, он на нас напал, все отлично, подходим к нему. Самое главное, ребят, команда. Как вы поняли, у меня у самого ее не шибко. Поэтому максимально расстреливаем Мираж, как вообще это возможно. Так, ну естественно мы не попали. Подходим поближе. Так, -1. Но мне хорошо, на меня работает Чарли Книпель. По-моему, бой маленько не в мою пользу. Но это походу из-за команды, ребят. Так, а давайте вот так вот сделаем. Мне же надо поточнее стрелять. В смысле? А он вообще быстрый.
Нет, нет, нас сейчас потопят серьезно. Нет, так дело не пойдет. Переигрываем, ребята, этот бой, пробуем. Пробуем вот таким вот образом. Зарядить картечью есть. Так, естественно, картечь, ребят. И сейчас, наверное, будем пробовать стрелять вручную. Так, стоппинг. Паруса убираем. Мы вообще попали куда-то, нет? Это вопрос великий. Левый борт готов к залпу. Так, отлично, давайте еще раз вручную. Эй, ты где там? Ну, по парусам чуть-чуть попали, но это ни о чем, конечно. Правый борт готов к залпу. Так, отлично. Вроде куда-то стрельбанули. Готов к залпу. Левый Так. борт готов к залпу. Я даже не вижу, попадаю или я вообще по нему. Правый борт готов к залпу. Кошки к борту. Левый борт готов к Так, залпу. отлично. Чем ближе, Кошки к борту. тем лучше. Так, Кошки к залпу. вот так вот. Борт готов И давайте. Борт готов к залпу. Не, когда я близко стреляю, я хотя бы попадаю по нему. К борту. Берем на абордаж этот корабль. Команда, в принципе, поражена максимально, что я и всем вам советую. А теперь нас ждет бой, ребята. Ждет бой. Как вы видите, у меня на корабле английский офицер. Обыскать Песса. Но, в принципе, я не знаю, ребята. Я думаю, сейчас моя команда их там всех порвет. Отлично, отлично. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Ну, у команды, как обычно, ничего вроде бы интересного я не вижу. Но, допустим, в этих шкафчиках порыться бы не мешало. Иногда вот алмаз какой-нибудь, глядишь, да выскочит. Так, я не был вот здесь. Ух ты, томагавк. Ну, ух ты, потому что его можно продать неплохо. Так, ну что, переходим на следующий трюм, ребята. Помните, этот корабль нам нужен живым. То есть берем его на абордаж. Не надо топить, не надо взрывать его, ничего с ним делать. Так, ничего нету. Микстура. Ну, неплохо, ребят, неплохо. Так, что у нас здесь? Имбирный корень. Кстати, ребят, не смотрите, не обращайте внимания, что я иду уже вот в таком доспехе. Он был куплен у меня заблаговременно. Просто я его сейчас решил одеть. Лечилка одна. И что у нас здесь? Так. Не всегда... вот, к двери подошел. Еще одна лечилка. Ну все, ребята, бой с капитаном. Держись, капитан. Тебе хана. В принципе, его можно спокойно измотать. Ну, как вы видите, у меня финт не очень хорошо получается. У меня неплохо получается вот такой удар делать. Ага. Ну, ребят, если хотим прокачаться, помним, да, просто надо как можно больше просто ударов наносить. Блин, зараза. Сейчас мы его победим. Проклятие! Как я мог так глупо вляпаться? Ты ведь не торговец, верно? Верно, мразь. Думаю, ты это уже понял. По моей команде из отборных английских морпехов мы с Ричардом Флитвудом придумали историю с торговцем, а ты и повелся. Твои похождения окончены, негодяй. Похоже, что так. Твоя команда захватила мой корабль, и пощады ждать не приходится. Но прежде чем сюда придут к тебе на помощь, я успею отправить тебя в ад. Ван Берг дорого продаст
свою шкуру. Это ты так думаешь, а я считаю, что твоя шкура уже не стоит ни пени. Довольно слов. А к бою? Ого-го-го. И интересно, будет он быстро атаковываться? Но, как мы видим, у него не так-то уж и быстро ХП заканчивается. Напоминаю, у меня среднее оружие экипировано. Я его сейчас прокачиваю в данный момент. Вот. Я выматываю, ребят, его. Главное вымотать соперника, а потом мы уж с ним разберемся. Пока я выматываю, уже пол ХП нету. То есть он мгновенно не восстанавливается. Несмотря на то, что я время, ребят, уменьшил, он все равно успевает какие-то ходы сделать. Пистолетики, ребята, пистолетики нам помогают. Аккуратно, он бьет неплохо. Его вот эта сабелька не так уж и много энергии требует. Ну, чуть-чуть, ребята, реально осталось. Чуть-чуть. Отлично. Блин, пробивного не хватило, я думал, хватит. До свидания. Вот и все, ребята, обыскиваем его. 12 тысяч песо за наше беспокойство по квесту. Валлонская шпага. На 64, ребята, урона. Обычный строевой пистоль. У нас, кстати, он лучше. Талисман Джокер. Может быть использован только главным героем. Штрафов не имеет, исчезает через 90 дней. Нужна карта, которая всегда под рукой, повышает вероятность выигрыша в азартные игры. Неплохо. И судовой журнал Якоба Ван Берга, ребята. Все забираем полностью. Так, давайте теперь пошаримся, что здесь есть интересного. Нет, это я шарюсь не там, где надо. В сундуке, ребята. Что же у нас в сундуке? Блин, я думал, я запись не поставил. 3000... Пустой сундук, аметист, зеркальце. Кстати, в пустые сундуки можно дублоны складывать. Очень, кстати, прикольно и эффективно. Так, тут ничего интересного, в принципе. У нас есть второй сундук, ребята, где нету, в общем-то, ничего. Заканчиваем бой, ребята. И вот этот корабль Мираж забираем полностью. Но чтобы забрать, обращаем, ребята, внимание. Команда здесь минимальная 19 человек на Валькирии, а 14 на Мираже. То есть у нас команда, из-за того, что мы расстреляли всех картечью, у нас ее, в принципе, достаточно. Я, знаете, что рекомендую, ребят? Во-первых, меняем корабль. И на Мираж максимальное число людей просто перемещайте, серьезно. Вот. Как-то вот так вот. По поводу трюма, ребята. Перезагрузить перемещение команды. По поводу трюма. Я рекомендую полностью все перекидываем на Мираж, ребята. Это важно. Просто все на Мираж. Не спрашивайте, зачем. Ну, ладно, с провиантом можете, короче, не перекидывать. Но вот порох обязательно, допустим, оружие, лекарства не сдохнут, никуда не денутся. Ром. Ну, как-то все. Корабль остался без... Стоять. Стоять. Нам нужен кто-нибудь. Ну, давайте его назначим. Новый уровень 13. В принципе, ребят, у меня сейчас персонаж получил 13 уровень. Но это... сейв для съемок, ребята. На самом деле у меня 12 уровень, поэтому не обращайте внимания на это прохождение. Нам надо... куда нам надо, ребята? Нам надо отправляться, по идее, на Антигуа. Вот оно. Про рабов я говорил только бармену. Теперь я понимаю, чем рассмешил его. Выходит, что все остальные ни при чем, включая губернатора. Но не буду спешить с выводами и сообщать про товарщика Ричарду. Вовремя я обезвредил этого дьявола Вамберга.
Кто же все-таки стоит за всем этим? Нужно узнать, нет ли у Роденбурга в помощниках азиата. И что это за странный интерес к месту гибели какого-то флейта на широте 1248? Мираж, вот так называется эта птичка. Что же, вполне подходящее название для такой шустрой посудины. Ну а теперь на Антигуа. Отправляемся на Антигуа. Так вот, короче, ребята, мы прибыли на Антигуа именно сюда. Прежде чем вообще заняться какими-то махинациями, ребята, внимание, еще раз на корабли. Валькирия, ребята, управление орудиями. Мы снимаем все 20 пушек. В принципе, если сравнивать, ребята, корабли, да, я, в принципе, их сравнивал. Там, я уж не помню, вот. В режиме обмена 22 пушки на Мираже 20-фунтовых, 20 пушек на Валькирии. То есть, естественно, этого мало. На 2 пушки. По поводу команды, Мираж проще. У Миража скорость даже чуть выше, а маневренность тоже присутствует, неплохая. То есть, что я хочу сказать? Мне больше симпатизирует Мираж. Тем более команды можно много набрать. Такое мощное абордажное судно. Так, провиант перегружаем, картечь перегружаем, порох. Ничего на Валькирии не оставляем. Единственное, пушки, ребята, пушки оставляем. Так, переходим, естественно, наверх, ребята. На всем это можно заработать. Итак, внимание, орудие. Валькирия спокойно, без угрызений совести, за 6800 продаем пушки. Да, деньги, как бы я не сказал, что большие, но пойдут. Так, а теперь, ребята, надо явиться к Ричарду Флитфуду и с ним поговорить. Так, естественно, я пошел не той дорогой, походу, но надо пойти той. Заходим к нему в особняк, и надо с ним поговорить. Валькирию, сам корабль, ни в коем случае не продаем. Пушки можно, содержимое трюма тоже, но не корабля, ребята. Приветствую, коллега. Вот вы вернулись, капитан. Сказал, кого я Я уже вижу. все знаю о вашем путешествии, вот как? Тогда вам, наверное, известно, что... Да, мне известно, что вы великолепно выполнили задуманный план. Кстати, добавлено еще 100 тысяч песо. Вы обезвредили дерзкого пирата и захватили его судно. Как, кстати, оно называется? Мираж. Мираж весьма подходящее имя. Хочу отметить Валькирию. Я у вас ее, кстати, забираю. А Мираж оставьте себе в качестве приза. И в каком-то роде компенсации. Во время вашего отсутствия в доках произошел пожар. И ваше судно сгорело дотла. Я сожалею, Шарль. Надеюсь, что корабль-призрак послужит достойной заменой. Я уже распорядился, чтобы на нашей верфи привели в порядок корпус вашего нового судна, почистили от водорослей и прочей маскарадной дряни. Также вам поставят комплект лучших хлопковых парусов вместо этой рванины. Кроме того, примите денежное вознаграждение 100 тысяч песо и вот этот навигационный прибор. Я давно решил, что подарю его достойному моряку. Вы сделали благое дело, я горжусь знакомством с вами. Судовой журнал этого негодяя у вас? Да, конечно, вот он, возьмите. Я хотел вот что спросить. Нет ли в поручных Лукаса Роденбурга азиата? Есть китаец, Лангвей. Капитан его личного судна Мэйфинг. Вы прочли об этом в журнале «Пирата»? Дайте и я взгляну. Так-так. Как я и предполагал, за всем этим стоит Лукас Роденбург. Ну да ладно, это уже не ваша забота. Теперь этим двуличным мерзавцем займется наш генерал-губернатор. Минхеру Роденбургу придется многое объяснять. Интересно, а как генерал-губернатор Англии может заняться голландскими подданными? Рычаги политического давления всегда есть, друг мой. Голландии придется признать, что это именно они развязывали торговую войну против Англии, но это они вряд ли сделают и спишут все на Роденбурга. Дескать, это он сам все придумал и набивал карманы. Лукас лишится должности или нет?
Но во всяком случае по его карьере будет нанесен тяжелый удар. Впрочем, это уже не наше с вами дело, капитан. Вы свою работу выполнили и сделали ее хорошо. Поэтому у меня есть к вам еще одно очень ответственное и деликатное поручение. Слушаю вас внимательно, Ричард. Какого врага английской короны нужно уничтожить в этот раз? Нет, в этот раз я хочу попросить вас об услуге частного порядка и мирного характера. Позвольте я вам расскажу короткую историю, которая, кстати, касается теперь уже вашего миража. Я весь внимание. Примерно за месяц до нашей с вами встречи я был в очередном рейде по розыску корабля-призрака. Я шел от Мартиники на юг по долготе 64 градуса 41 минуте. Тогда вахтерный услышал вдали канонаду. Мы поспешили на звуки боя, но ветер в этот день был слишком слаб, и прошло несколько часов, прежде чем мы достигли цели. Английский флейт был атакован кораблем-призраком и потоплен орудиями у берегов какого-то маленького островка, который даже не обозначен на картах. Я пустился в погоню за пиратом, но он не принял бой и скрылся. Увидев, что удача на этот раз не сопутствует мне, я решил вернуться и произвести высадку на остров. Возможно, кто-то либо из команды потопленного корабля смог добраться до берега. И не напрасно. На острове я обнаружил 2 человек, пассажиров того злополучного флейта, еврейских беженцев, отца и дочь. Девушку звали Эбигейл. Как она прекрасна! Она просто чудо! Я взял их на борт и подрядился отвезти на Кюрасау. Правда, отец Эбигейл, Соломон, отнесся ко мне с большим недоверием. Как я понял, он принял меня за пирата, потопившего флейт. Старик не разбирается в кораблях, а мой Брик и издалека и впрямь похож на мираж. За время путешествия мы с Эбигейл подружились. И не побоюсь сказать этого, полюбили друг друга. Вот такая вот история. А недавно я узнал, что за моей Эбигейл вовсю ухлёстывает этот мерзавец Роденбург. Подумайте только, я собирался забрать ее на Антигуа, как только решу вопросы с потерянным состоянием ее отца. Соломон спрятал на этом острове все свои сбережения. Но я так и не смог отыскать этот проклятый остров. Теперь ждать уже нельзя. Поскольку здоровье мне еще не позволяет выйти в море, я прошу вас, отправляйтесь в Вильямсдат, найдите Эбигейл и привезите ее в Сент-Джонс. Представьтесь ей от меня, она должна будет вам поверить и последовать за вами. Не вижу никаких сложностей в этом деле, я могу отчалить хоть прямо сейчас. Всё на свете, чтобы снова увидеть мою Эбигейл. Замечательно, я рад, что на вас можно положиться, Шарль. Ваша работа будет достойно оплачена. Можете в этом не сомневаться. Я не заставлю вас долго ждать. До скорой встречи, Ричард. Ну блин, вот как-то так. Теперь читаем судовой журнал, ребята. В разговоре Ричард упомянул про остров и назвал некую долготу. Теперь мне известно, что именно хотел найти Роденбург, но пока неизвестно, зачем ему нужен этот островок. Зато я один знаю его точные координаты. Как-нибудь наведаюсь туда. А сейчас мне нужно отправиться на Кюрасау и привезти Ричарду его невесту Эбигейл Шнеур. Кстати, по поводу получается, координат, они записаны вот здесь. То есть после абордажа миража у меня координаты высвечиваются именно здесь. То есть сейчас дальше по квесту, ребята, надо идти на Кюрасау, находить дом Эбигейл и уже проходить далее. Ну так вот, ребята, примерно вот таким образом закончилось второе задание голландского гамбита. Как вы уже понимаете, при сдаче второго задания нам резко по диалогу выдается сразу уже третье. И третье задание будет связано у нас с Эбигейл Шнеур. Как я уже говорил, надо идти в Вильямсдат на Кюрасау и продолжать играть дальше сюжет.
Я, естественно, хочу сказать, ребята, что данная серия у нас подошла к концу. Ребята, у нас была игра Caribbean Legend, голландский гамбит за Англию. С вами был канал Алексей24, ребята. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки, прожимать колокольчики. Конечно же, вся интересующая информация, прохождение, плейлист и площадка Яндекс.Дзен и YouTube будут в информации под видео в описании. Также я сейчас публикую, ребята, тайм-коды для того, чтобы было вам и проще находить по смыслу, о чем же идет в данной серии, ребята. Увидимся в новой серии, в новом прохождении. Всем удачи, ребята, и всем пока.